Два драйвера в беспроводных наушниках, aptX и защита от воды IPX7, автономность под 5 часов и мини-кейс из металла, управление громкостью и адекватный сенсор на каждом наушнике. Все это похоже на рекламный слоган, но это не так, ведь это обзор, и после него купить такое решится не каждый. А некоторые говорят, в начале спойлером нет. Tube 416, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, нет гримас и максимально дотошный обзор любого товара. И пока я распаковываю очередные ТВС-наушники, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать в комментарии, что бы вы еще хотели увидеть в моих обзорах. После комментария сразу автоматически станете участником конкурсов на канале, условия которых в описании к видео. А еще давайте-ка и эти наушники я разыграю. Допустим, 18 января на стриме. Для участия нужны подписка, лайк и репост этого обзора со ссылкой на репост в комментарии к этому же видео. Подробнейшим образом все как всегда в описании к видео. И теперь тезисно об ушах терминатора Мифа O7. Упаковка радует и улыбает. Цветасто, ни на что не похоже, а главное безопасно. Коробку может и нельзя назвать иконой стиля, и для многих она не важна. Но когда товар претендует на категорию премиум, выдержано должно быть все. И презентация тоже. Открыли, видим две картонные коробульки и металлический блок для зарядки. Еще раз взяли в руки упаковку и посмотрели, сколько приятных характеристик товара нас ждет внутри. Все написано на коробке. В большой коробульке запасные амбушюры в довольно убогом пакетике. Ненавижу, когда так их присылают. А вот сами амбушюры мне понравились, качество хорошее. Документация, которая обязательно к вашему ознакомлению, гарантийный талон и больше ничего стоящего. В документации вы можете увидеть не только характеристики, но и все, на что способно управление этими наушниками. И было бы глупо ее не читать. А именно, плей-пауза, перелистывание треков, увеличение и уменьшение громкости с вайпами и вызов голосового помощника. Как говорится, полный банкет. Сенсоры в них рабочие, реагируют адекватно. Для любителей носить наушники под шапкой сразу скажу, несмотря на то, что они маленькие, все равно поначалу будет довольно бодрый дискомфорт. Но через дня два вы привыкнете. Кейс зарядки сделан из металла, и отличительная особенность данной радости в том, что на металле надпись MIFO нанесена гравировкой, и выглядит это очень классно. На самих наушниках надпись нанесена в виде принта чернилами. Мега крутые размеры кейсов 25 на 28 на 62 мм. И сравнивать с огромным кейсом у тех же Мифа O5 смысла даже нет. Даже визуально кейс стал в разы меньше. А вот вес так и остался супер бодрым, даже несмотря на объем. Без ушей кейс весит бодрых 84 грамма. Наушники же весят по 4,6 грамм каждый. Зарядка бокса осуществляется только через кабель Type-C, и на нее до 100% заряда нужно около 2 часов. При том, что они это называют быстрой зарядкой. Внутренний пластик у кейса с рисунком под кожу выглядит довольно убого. 3 диода под крышкой в боксе будут говорить вам об оставшемся заряде. Наушники, кстати, разговаривают по-английски. И на каждом наушнике также есть диоды, но они активны только во время поиска девайса. При проигрывании музыки мигать они не будут. Вынимаются из бокса они очень просто. Защита от влаги и пыли у бокса официально нет, да и визуально не похоже, что он как-то защищен. И откровенным минусом здесь я могу назвать то, что этот супер кейс имеет ужасно печальное крепление крышки, открыть которое одной рукой можно, но от сильной тряски оно открывается, и наушники вылетают, и люфт крышки даже в закрытом состоянии просто безумно раздражает. Бокс на 350 мАч свободно может зарядить наушники 3 полных раза. В каждом наушнике по 40 мАч. Автономность с телефоном OnePlus 7T Pro составила около 5 часов на максимальной громкости, от которой в каком-то смысле кровь из ушей. Конечно же, Bluetooth версии 5.0, модуль на куалкомовском чипе QCC3020. Он, кстати, не особо и новый. В местах с обилием Wi-Fi сетей и магазинах помехи у меня уши не ловили. Но модуль Bluetooth не особо мощный. Берет максимум через 2 стены от источника. Дальше начинаются жуткие помехи. Лично у меня. К девайсам подключаются наушники просто моментально. Особо хочется отметить, что в ушах нет главного наушника. Каждый наушник подключается к телефону отдельно и напрямую. Такая схема способствует минимальной задержке и быстрому переключению между наушниками. То есть у них связь между собой и плюс с источником, у каждого отдельная. Но несмотря на это, задержки в YouTube нет, а вот в играх она присутствует более чем бодро.
Играть в них комфортно по мне невозможно. Для данной цены довольно дешевый и короткий, пусть даже и цветастый, кабель зарядки для блока наушников. Могли бы и чуть-чуть больше разориться на подобную вещь. Наушники продаются в двух версиях, с двумя арматурными драйверами и одним. С двумя дороже, но звучание более детализировано. У меня на тесте были двухдрайверные наушники. Разница в цене между ними, кстати, не такая существенная. Защита от воды у наушников IPX7, в душе в них мыться можно, а вот плавать в них я не советую. Либо они вылетят, либо рано или поздно в них навернутся микрофоны, которые, кстати, с двойным шумоподавлением. Наушники довольно миниатюрные, 19 мм на 24 мм, из уха торчат всего на 16 мм. Сеточка звуковода в ушах красная пластиковая. Размер звуковода средний, как и сами наушники, он подойдет для любого уха. Кодеки, которые поддерживают данный девайс, AAC, SBC и aptX. Никаких других в списке поддерживаемых нет. И я бы сказал, что это довольно печально. Ни aptX HD здесь, ни LDAC и ничего такого супер интересного, как у Huawei или Xiaomi. Звучание у наушников соответствует стандарту Hi-Fi, но главное при этом помнить, что для того, чтобы выжать из них максимум, необходимо использовать записи соответствующего качества и не покупать их для устройств с древним Bluetooth версии 4.2, иначе вы получите продукт, который не отрабатывает даже 20% своей стоимости, имеет меньшую автономность, чем я сейчас декламировал, и вообще ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше купите себе девайс поновее, чем эти уши. Конечно, наушники можно использовать по одному. Как работает двойное шумоподавление в микрофонах, можете сейчас услышать сами. Пример работы микрофонов Mifo OU7 с двойным шумодавом. Я иду, довольно бодрый ветер, рядом катаются машины, улица. И, наверное, если вы хорошо слышите, значит микрофоны работают хорошо. Запись я пока не слушал. Вот сейчас мимо меня проезжает аж 3 машины на расстоянии буквально 50-70 сантиметров. Я прямо у дороги. Плюс еще, конечно же, ветер. Вот такой вот микрофон. Пример работы микрофонов Mifo OU7 в помещении. Вокруг почти идеальная тишина. Каким образом они работают, вы слышите сейчас. По большому счету в помещениях в принципе работает все хорошо, даже наушники за 800 рублей. Так что работа в помещении это не показатель качества, но во всяком случае вроде бы они работают неплохо. По мне, для данной формы микрофоны в наушниках нормальные, хотя я встречал и получше. Уши очень удобно носить, и пока все отзывы на Алиэкспрессе об этих наушниках от купивших говорят практически в один голос и одно и то же, что в наушниках запаса громкости хватает, высокие частоты наушники воспроизводят с максимальной детализацией, баса для обывателя будет маловато от того, что в основном его они и слушают, очень любят, когда его слишком много. По мне, идеально для этих ушей прослушивание классики, попсы с упором на вокал, и вы будете удивлены рока, брит-попа и задушевных аделевских песенок с большим количеством инструменталки и вокала. Ну а Nirvana с хорошим качеством записи звучит в этих ушах просто великолепно. По сравнению с Mifo OU5 Pro, эти наушники звучат значительно интереснее. При использовании в метро окружающего мира у вас не будет. Вы ничего не услышите. При желании наушники можно, кстати, и перезагрузить. Цена на момент создания обзора по ссылке в описании к видео за полную версию по мне ближе к беспределу, а именно $169. Если будет промокод со скидкой, оставлю его там же, кому понадобится. Резюмирую, дорого, очень дорого. Понятно, что американцы с удовольствием сравнивают данные наушники с AirPods Pro, но скорее всего делают они это за звонкую монету. Если бы у меня были деньги, и я искал бы себе топовые наушники-затычки, и $300 у меня не было, я бы, наверное, их купил. Но вы же знаете мою слабость к халяве, а здесь ее нет. Даже намека на нее нет. Надеюсь, вы не забудете подписаться, лайкнуть и репостнуть это видео для участия в конкурсе. Бесплатно получить эти уши, я думаю, ну очень хорошо. Или просто поставьте лайк за труды. Все-таки наушники интересные. Пишите, на что еще сделать обзор. Мата и хамства на канале нет. Добавляйтесь в инсту, там я. Спойлеры и некоторые житейские советы. Спасибо за просмотр. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.